Каждый может сделать балаклаву, сделать политическую акцию и стать пусрайт. Товарищ майора на послать стоит 7 суток. Система заточена на то, чтобы уничтожить личность. Я не смогу ее изменить. Как бы хочется всего и сразу. Так это не работает. Совсем у вас крыша поехала, что собственного ребенка отправите сейчас убивать украинцев за амбиции Путина. Вы вообще понимаете, что вы делаете? Я не считаю себя вправе осуждать кого бы то ни было, кто находится в России. Они накушались пропагандистской сказки про великость и поверили в нее. Наша страна может быть другой, и она принадлежит не только кремлевским ублюдкам, но она в том числе и мы. Вы свободны, сказала начальница отряда. А вы? Был ли у тебя момент того, когда ты могла сказать спасибо тем западным артистам, которые вас поддерживали, и это был кто-то из артистов, которых ты, например, боготворила, или кто был для тебя особенно важен? Ну, как там Пол Маккартни. То есть кого-то ты лично встретила и сказала спасибо за то, что нас поддержали? Я встретила лично Пола Маккартни, и, конечно, я сказала ему спасибо, да. Так. Это было в 2014 году, где-то в Лос-Анджелесе. Нас отвезли к нему на студию очень ненадолго, но времени было достаточно, чтобы сказать спасибо, это так. Мадонна? Я сказала спасибо Мадонне, да. Она просто, наверное, не самый импонирующий мне человек, но я сказала ей спасибо, да. И говорила спасибо тем, кто поддерживал нас в России, и из России для меня это было тоже макроважно. Бьорк. Бьорк я недавно видела. Ну, она же исландка. И она до сих пор живет в Исландии. Да. Она потрясающий человек. Она пришла она смотрела Riot Days, когда мы выступали сейчас. Господи, это был конец 22 года. В декабре в Национальном театре у нас был потрясающий концерт. И она пришла? Она пришла, президент пришел. Какое впечатление она тебе произвела при личном общении? Он очень непосредственный человек и прямой. С ним можно, не знаю, просто сидеть и разговаривать. У меня еще было открытие выставки первой в Рейкьявике. И она пришла на открытие. И на автопати после открытия. Это было очень такое камерное автопати, где просто дружеское кафе принесло много картошки и фалафеля. И все принесли кто что мог. Это, кстати, очень по-исландски. Они просто приносят, как русские, все в складчину складывают, и потом начинают пить и есть. Она пришла на это автопати и просто начала сразу рассказывать про какой-то фильм, который ей очень понравился, и отправлять смотреть меня его в кинотеатр. Тебе, как я понимаю, помог осуществить этот побег исландец тоже, твой какой-то знакомый артист. Рагнар Кьяртисен, исландский художник, очень сильно помог мне, но был не единственный человек, кто мне помог. Дело в том, что с января 22 года я была под домашним арестом в рамках второго уголовного дела за инстаграм-пост, когда я сказала, что выйду на демонстрацию в поддержку Алексея Навального и всех политзаключенных, когда он только прилетел в Россию. Вот, собственно, после этого митинга, даже не за сам митинг, а за пост. Призыв. Угу. Возбудили уголовное дело, вот, на меня надели электронный браслет, посадили на домашний арест. Я это все дело достаточно тяжело переживала, потому что домашний арест – это мера, связанная с самоцензурой, потому что фактически, физически твоя дверь осталась твоей дверью, на нее не повесили никакого железного навесного замка, ты ее можешь открыть. Тебе мешает ее открыть только внушенная рядом институцией людей мысль, что если ты ее откроешь, тебя как бы пересадят в настоящую тюрьму, СИЗО. Ну вот, какое-то время я держалась там, типа, месяц, а потом я стала нарушать. Не приходить вовремя? Нет, ты не можешь вообще выходить, то есть даже мусор вынести. Ага. У тебя 0 часов прогулки в день, 0 минут, 0 секунд. Ты дома сидишь. Дома, с электронным браслетом. Я бы взяла и немножко подотрезала 24 февраля и предыдущий промежуток, и то, как строились репрессии в
предыдущее время, включая, кстати, мой первый колонийский срок, разумеется, и то, как сейчас люди сидят сейчас, и за что они сидят сейчас, и как их много сидит сейчас. Идет война. В России военная цензура. Каждый человек, который сейчас находится там, прекрасно понимает, что он может оказаться в любой момент без каких-либо действий, совершенных там первично или дополнительно, за решеткой, на неопределенный срок. Плюс после убийства Алексея Навального все политзаключенные и люди неравнодушные поддержки политзаключенных понимают, что после этого убийства каждый, кто за решеткой, может быть убит. Это несравнимо с 21 годом. В 21 году было, конечно, ощущение чего-то надвигающегося. Что-то было не так. Ну, то есть что-то было не так уже как бы давно, но Здесь если прямо есть какие-то условные маячило на горизонте совсем плохое. сгущающиеся тучи, если какие-то есть, то как бы вот они сгущались. И даже не тучи, как бы, а танки Российской Федерации и украинских границ вот фактически сгущались. Летом 21 года стали ни за что задерживать всех, кто был так или иначе связан с Pussy Riot, всех активистов, кто когда-либо принимал участие в каких-либо акциях, и их друзей, их бойфрендов. Вот в тот момент я поняла, что и Люсю тоже задержали, и я как-то поняла, что я не буду сидеть дома с электронным браслетом. Вот. И вышла и села в спецприемник. Вот дальше начались как бы приключения сидения дома на домашнем аресте с браслетом, 15 суток в спецприемнике. И дальше вот эти вот карусели с 15 суток, они как бы учащались и учащались и учащались. И на 4-й раз я услышала по радио, что Путин объявил войну 21 февраля. Там была огромная речь, которую я услышала по радио. Я сидела одна в камере номер 7, спецприемника номер 2, во Мневниках, и слушала, сколько по времени занимает полет ракеты от Киева до Москвы. В случае Путина все слова надо переворачивать. То есть от Москвы до Киева я поняла, что если он говорит расчетное время, значит, как бы ракеты полетят. И на следующий день меня выпустили, и даже меньше, чем через сутки полетели ракеты. Я вышла из дома, потому что я не хотела больше сидеть на каком-то вот этом вот самоограничении. Мне уже можно было выходить, просто не ночью. Я вышла днем. Я хотела проверить, в порядке ли мой ребенок. Меня из такси вытащили очень жестко 3 эшников, с которыми мы всю дорогу ругались. Мы долго-долго-долго ругались. Я орала на них, я орала, что они просто ебаные ублюдки и ничего не понимают. Что ладно, вы как бы годами просто коптите здесь воздух, и ваша работа, вы просто получаете деньги за то, что вы мониторите наши соцсети, но сейчас страна начала войну, и вы сейчас будете отправлять просто своих детей на войну. Вы что, вы как бы совсем у вас крыша поехала? Вы что, собственного ребенка отправите сейчас убивать украинцев за амбиции Путина? Вы вообще понимаете, что вы делаете? Вы меня довезете сейчас до Сахарова, но как вы дальше-то жить будете? Прошло еще 2 раза по 15 суток, где мы слушали новости про войну из радиопропаганда в Сахарово. Потом я вышла и поняла, что скоро тур, и я хотела бы помогать Украине. Я выяснила, что если я досижу это уголовное дело до конца, мой паспорт, прекрасный заграничный паспорт, не вернут. Потому что они легально имеют право его не вернуть, если ты отсидел не в колонии, а если ты отсидел на мере пресечения, не связанной как бы с лишением свободы, тебе все равно не вернут документы. То есть ты в любом случае должен какие-то тропы искать и так далее. Я думаю, всем, кто со мной общался тогда, всем моим друзьям, близким людям, любимым людям было очень тяжело, потому что я никогда не хотела уезжать из страны. Никогда. И я всегда возвращалась. И я хочу вернуться. И вообще, несмотря ни на что, я просто не знаю, когда. Ну, в общем, они морально, мне кажется, достаточно сильно от меня пострадали. Вот. Но все, кто был со мной, это, по сути, люди, давшие мне возможность сейчас продолжать помогать Украине и всем, кому помогли.
Как вы знаете, в последнее время страны Европы настроены на ужесточение своей миграционной политики. Однако Германия по-прежнему не просто заинтересована в квалифицированных иностранных сотрудниках, но и создает новые программы и упрощает условия для их переезда. А новый закон позволяет получить немецкий паспорт в сокращенные сроки за 3 или 5 лет. С 1 июня этого года Германия ввела новый тип ВНЖ – карта шансов. Эта программа заменила прежнюю визу поиска работы и существенно облегчила доступ к немецкому рынку труда иностранцам без оффера. Карта шансов позволяет находиться в Германии до 12 месяцев, спокойно занимаясь поиском работы. А после нахождения работодателя и получения оффера карта шансов легко конвертируется в стандартный рабочий ВНЖ без выезда из Германии. Кстати, карта шансов не единственная опция, доступная гражданам СНГ. В Германии есть отличная программа для фрилансеров, а также разные рабочие ВНЖ с многочисленными бонусами для квалифицированных специалистов. Процесс получения любого вида рабочего ВНЖ в Германии, включая карту шансов, можно и нужно доверить опытным специалистам, таким как Интермигро. Их команда состоит из опытных миграционных юристов, которые в курсе всех новых процедур и нюансов в законодательстве, что позволит безупречно составить вашу заявку на получение визы. Более того, они выберут подходящую именно вам стратегию переезда, при необходимости проведут карьерные, налоговые и страховые консультации, откроют счет в банке и даже сопроводят вас на визит в госучреждение или к миграционному чиновнику. Юристы Интермигро борются за успех каждого клиента и добьются для вас позитивного исхода даже в случае возможных затруднений. А если команда возьмется за ваш кейс и вы вдруг не получите ВНЖ, вам будет возмещена полная стоимость услуг. Получите вашу персональную бесплатную консультацию от Интермигро по ссылке в описании. Как все-таки ты уехала, покинула страну? Как я понимаю, ты поехала на машине, просто кто-то тебя довез до границы, и там тоже не без проблем все происходило. У меня было 3 прохода. 2 я не понял. прохода и 1 проход. Но это, конечно, когда я прочитал это, я в восторг пришел, что вы надели униформу курьеров из Delivery Club, зеленую. Это прям отличная идея Форма была. от Люси осталась, потому что пока я сидела на всех этих 15 сутках, ей надо было как-то выходить из дома, чтобы ее не сапали. И она вот на Авито купила такую форму и оставила ее мне. Это пригодилось, когда я выходила из дома. Дальше как бы там были сотни километров, которые нужно было как-то преодолеть. Это в Беларусь. Беларусь там тоже присутствовала. Как я понимаю, тебя допрашивали на границе. Допрашивали. 6 часов. Ну, это был первый непроход, да. Давай вернемся к твоему тезису «я никогда не хотела уезжать». Почему? Там мой дом. Потому что это и моя страна тоже. Ну, как мы с тобой понимаем, этот дом оккупирован. Дом не первый день оккупирован, а я думаю, что решающий фактор был не наличие оккупации дома Путиным и Гомней. Решающим фактором было то, что я хочу помогать сейчас. Я хочу помочь Украине и россиянам, которые находятся в беде и которым нужна помощь. Сейчас нет просто 2 категорий тюрьма и свобода. Здесь есть 3-я категория, которая называется война сейчас, и она идет. Ты же до сих пор в списке миротворца? До сих пор в списке миротворца. Расскажи, пожалуйста, как ты туда попала и стоило ли оно того? Мы поехали делать акцию за Сенцова в Крым с российской стороны. Нас побили казаки. А вы знали, кто это такая? Помогите! Мусираль. Приехали в Крым провокации делать. Ребятам сломали технику. Нет, ну то есть если у меня вообще в целом есть возможность как-то публично попросить прощения за то, что я пересекла границу оккупированного Крыма не с той стороны, я хочу это сделать. Я действительно хочу попросить прощения.
Насчет того, стоило это того или не стоило того, мне кажется, это не мне судить, потому что, ну, как-то я тогда чувствовала, вот, что я так делаю. Что так надо? Что надо, да. Не самый мой умный поступок в жизни, честно говоря. Российский интернет все чаще сталкивается с ограничениями. Нужные сайты не открываются, YouTube на грани блокировки. Тем не менее, VPN все еще работает и остается законным и главным средством для приватности и свободы в сети. VPN наружу. Это умный VPN, который не надо выключать. Он открывает одновременно и российские, и зарубежные сайты за счет умного распределения трафика. При этом неважно, в России вы или за рубежом. Открывает все и отовсюду. Настройте один раз, и он будет работать сам, когда это необходимо. Вы получите доступ к свободному, нефильтрованному интернету, как в старые добрые времена. VPN наружу безопасен и защищен от блокировок. Он доступен на всех устройствах. У сервиса отличная поддержка. В чате быстро отвечают живые люди. Они помогают в сложных случаях. VPN наружу – это высокая скорость интернета, неограниченный объем трафика, возможность подключения до 10 устройств одновременно и выбор из 19 стран. Все это доступно по единому тарифу от 290 рублей в месяц. VPN наружу можно попробовать бесплатно на 7 дней без указания данных карты. Достаточно ввести имейл. По промокоду TVRain действует скидка 20% на первый платеж. VPN наружу. Ваш проводник в свободный интернет без границ и ограничений. Мы готовы к блокировкам, а вы? Все подробности в описании. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя уверенность в том, что это война Путина, а не война российского народа? Но говорить, в принципе, в каких-то категориях все или каждого, мне кажется, странно. Это точно война тех, кто взял в руки оружие и пошел оккупировать украинскую территорию, украинскую землю. Это точно война всех тех, кто отдал эти преступные приказы, кто производит оружие и строит заводы по производству оружия на территории России. На мой взгляд. И я прям дико призываю не считать это какой-то объективной истиной. Я не считаю себя вправе, находясь здесь с тобой в рамках дивана и кресла, осуждать кого бы то ни было, кто находится в России. Мне не могу это делать просто. Я знаю людей, в том числе близких мне людей, кто сейчас находится в тюрьме. Артем Камардин, ты знаешь его историю. Это мой друг, который один из организаторов маяковских чтений. У него не было популярности Алексея Навального или даже близко к этому. И не было популярности Ильи Яшина. У него не было каких-то YouTube-каналов или больших блогов. Он просто поэт. Его арестовали. И изнасиловали. Изнасиловали гантели, его девушку, с которой мы вместе сидели в Сахарово в первый месяц войны, и тоже мою подругу. Заперли в соседней комнате, она слышала все, что происходит. Дальше они зашли к ней, они показывали ей видео изнасилования, они клеили на суперклей на ее лицо антивоенные листовки и стикеры, которые... Такие же стикеры «Нет войне», черно-белые, которые были у меня дома, которые она принесла. И говорили, что сделают с ней то же самое. Лично я за все мои 35 лет, которые я находилась в этой стране, такого не видела. Я была в уральской колонии, оттуда люди выбрасывались из окон. Там действительно носили черные мешки с мертвыми телами женщин, умерших от туберкулеза. Но прямо здесь, в городе, с твоими близкими происходит вот такое. Я выросла вот с этими людьми. Мы с ними вместе ходили на одни и те же протесты. Нас вместе катали на одних и тех же автозаках. Нас вместе
закрывали в одни и те же камеры, надевали, скорее всего, одни и те же наручники. И я что сейчас скажу? Что как бы кто-то кого-то лучше, ну, у меня нет такого права, мне кажется. Я напомню тебе твою цитату из «Нью-Йорк Таймс», когда ты сказала, Россия не имеет права на существование. Эмоционально было, да, слова эмоциональные. Мне было очень тяжело видеть людей в кафе, выходить из дома, и Когда меня последний раз выпустили из спецприемника после 15 суток, опубликовали фотографии из Бучи. Я решила выйти в магазин, что ли. Увидела, как люди идут. Тело Оксаны Баулиной, которая погибла от российской ракеты, привезли в Москву. И я попросила подругу отвезти меня на похороны, потому что они были в Подмосковье, а у меня электронный браслет, и за мной мог поехать кортеж. Мог поехать, мог не поехать, никто не знает, насколько они как бы там настроены меня сегодня ловить были, тогда точнее. Вот, я попросила, чтобы просто я была не одна, если меня задержат. Ну вот, я поехала на похороны, и, ну, как бы я все это видела, и маму ее видела. Это же, наверное, самое страшное, когда мама ребенка хоронит. Ну вот, а люди, как бы, они просто ходили. Ну, типа, пили латте. Была весна. Вот, наверное, вот, исходя из таких вот эмоций, я такое сказала. Ну, вообще, я рассказала всю вот эту историю. Она взяла одну фразу. Типа, потому что, наверное, фраза броская. Корреспондент, журналист, который с тобой беседовал, она вот из этой истории... Она вырвала эту фразу из контекста. Из вот всей той истории, которую я тебе рассказала сейчас. Меня вообще в целом никогда в жизни, как, наверное, тебя, вообще всех, кто здесь есть в этой комнате, и моих друзей, товарищей, никогда не учили, что такое жизнь во время войны, как нужно правильно жить и действовать, когда, или достойно хотя бы жить и действовать, когда твоя страна является главным агрессором в Европе. Есть ли какая-то инструкция или хотя бы что-то вроде этого? И я не могу назвать человека, кто, там, по крайней мере, среди своих товарищей и друзей, кто делает что-то идеально. Но мы стараемся. И еще, конечно, без понимания какой-то рефлексии, возможно, покаяния на тему того, что произошло в Советском Союзе, и называние тех людей, кто осуществлял массовые казни и расстрелы палачами, и увековечивание тех, кто пострадал от этих репрессий, которых было больше 5 миллионов. Мне кажется, что у нас нет будущего. История будет повторяться, возможно, в каких-то более страшных или циничных проявлениях с поправкой на глобальный мир. Мне так кажется. Ты веришь в то, что подобное покаяние, подобное признание вины, что это возможно, что оно может Конечно, произойти? это возможно, если у нас не будут чекисты у власти. А возможно ли, что у нас не 2017 чекисты будут у В власти? 2017 году устраивают гала-концерт 1937-2017. Путин выступает с торжественной речью, Бортников выпускает интервью, какие они доблестные потомки бравых чекистов. У каждого первого, второго висит в кабинете Дзержинский. Лаборатория ядов, которую они придумали в 30-х годах, которую делал Егода до сих пор. Мы видим результаты, Да. как травят оппозиционеров. И это не прошлое, это прошлое, которое вошло в наше настоящее. И люди должны об этом знать, на мой взгляд. И, естественно, без какого-то знания, без понимания как бы того, что произошло хотя бы на каком-то уровне, куда вообще пойдет каяться, извиняться и вообще как-то признавать, что кто-то был неправ. То есть мне кажется, что большинство людей просто не знают. А то, чем занимается мемориал, например, давай подумаем, какой процент россиян знал как бы об их работе? 1%, 2%. Это так еще оптимистичные цифры. А это должны знать все. Потому что это люди. Например, Дмитриев, которого я вообще считаю героем, уже после того, как своими руками расчистил, раскопал
нашел, узнал и заново познакомился там с 6000 расстрелянных в Сандармохе. И инициировал надпись не имени каждого из них, а фразы «люди, не убивайте друг друга». Потому что он понимал, что это все-таки люди убивали других людей. Они не сразу стали как бы тем, чем они стали. Поддержите работу команды «Как все навернулось». Каждый выпуск стоит немалых денег, которые идут на оплату работы всей нашей команды, продюсеров, редакторов, операторов, режиссера, гримера и других сотрудников «Дождя». Поддержите наш канал и независимую журналистику. Наши зрители в России не могут помогать нам из-за статуса нежелательной организации. Поэтому в первую очередь я обращаюсь к зрителям, которые живут за рубежом. По ссылке в описании вы можете оформить регулярный донат и в любое время его отменить. Если вы в России, то вы можете попросить ваших друзей за границей сделать пожертвование за вас. Поддержите «Дождь», чтобы вам было что смотреть. 3, 4. Вольер для протеста. Водка, матрешка. Тюрьма для болотной. Наливка и горка. Где конституция? На зоне пятишка. Стабильность, пайка, закон, вышка. Путин научит тебя любить родину. Путин научит тебя любить родину. Наверное, надо начать с книжки, которая легла в основу спектакля. Как писалась книга? У меня на момент начала 2017 года была книжка «Right Days». Она рассказывает про первую акцию, в которой я поучаствовала вместе с Pussy Riot на Красной площади с песней «Путин зассал». По последний день в колонии, где я провела почти 2 года. Почти потому, что нас амнистировали за 2 месяца до конца срока в преддверии Олимпийских игр, чтобы как-то сохранить свое лицо перед Западом. Тогда Путину было важно это делать еще. Спустя несколько лет я написала об этом книжку, и она просто жила у меня в ноутбуке. В 2016 году я познакомилась с таким явлением, как сцена. У нас был совместный проект с Белорусским свободным театром, спектакль «Горящие двери» в Лондоне. Это был еще частью правозащитной политической кампании по освобождению Олега Сенцова, украинского режиссера, который на тот момент был заключен на 20 лет в российскую колонию. Его пытали при допросе, и его последнее слово на меня произвело большое впечатление. В общем, мы сделали вместе с этим театром этот спектакль. Они меня многому научили, они меня, по сути, поставили на сцену. Те гастроли подошли к концу, и у меня была книжка в ноутбуке. И Саша Чепорухин, мой друг, с которым мы познакомились, пока я сидела в колонии, потому что он пришел вместе с Петей поддерживать меня в 28-й колонии в городе Березники на Урале во время моей голодовки. У них были правозащитные удостоверения, что давало им возможность посещать меня так же, как посещают адвокаты. То есть это краткосрочное свидание на 4 часа. Вот, они приходили каждый день меня поддерживать, чтобы не так сильно хотела есть. Потому что во время голодовки, особенно если ты находишься в холоде и вообще тяжелых как бы физических условиях, начинает есть хотеться еще больше. То есть это как бы не ретрит. Вот. Мягко говоря. Не йога, да. Хочется есть. И ребята меня очень отвлекали. Я помню, когда Саша пришел первый раз в колонию, у нас с ним были такие мечты. Надо было меня чем-то отвлечь. Привезти группу Swans на Урал, в мою колонию, потому что их музыка очень похожа на атмосферу в Березниках. Именно он просил Питера Гэбриэла и Пола Маккартни не просто поддерживать нас. То есть Пол Маккартни написал, например, в те же «Березники» специальное письмо судье Лидии Михайловне. И она была, я помню, несмотря на то, что я была по видеосвязи в этом суде, я видела ее удивленное лицо, да. Саша очень много сделал для того, чтобы на Западе и западные артисты особенно узнали о том, что мы находимся в заключении, чтобы нас поддержать. И в конце 16-го, вот в начале 17-го года я сказала ему о том, что у меня есть книжка. И у него, я думаю, какое-то было
свое убеждение в том, что заранее имеющийся у меня текст, произносимый мной на сцене, это хорошая комбинация. Это мультижанровая история, то есть там нельзя это назвать театральным спектаклем, нельзя это назвать музыкальным концертом, потому что это находится на стыке этих жанров. Плюс у нас есть видео от Васи Богатого, который снимал все акции Pussy Riot с самого начала до 2015 года, то есть весь наш золотой период, если мы говорим и об акции, и о музыке, потому что потом акции и музыки немножечко разошлись в разные стороны. Мы начали репетировать, но это было давно. С тех пор мы переделывали этот концерт очень много раз. Пришли новые люди, если их можно назвать новыми. Например, сейчас мы выступаем, нас тоже 4 на сцене, мы выступаем я, Диана Буркот, которая является активисткой Pussy Riot с самого начала, то есть она была на Красной площади, она записывала музыку для ранних песен, она была с нами в храме Христа Спасителя, и она пряталась в другой квартире, поэтому ее не поймали. У нее была феноменальная и есть феноменальная история ее бегов, когда ты должен, с одной стороны, прятаться и испытывать чувство паранойи, с другой стороны, ты хочешь поддерживать тех людей, своих товарищей, которые находятся в заключении, поэтому как бы Диана физически пряталась, а руками писала музыку. Например, «Путин зажигает костры революции» или «Как в красной тюрьме», она много вложила в эти. Еще есть Оля, которая редактор Riot Days, моя близкая подруга Оля Борисова, Да. и активистка, с которой мы делали, собственно, и акции, с которой мы ходили на много разных демонстраций, пикетов. В целом такой мой большой друг и человек, который сейчас помогает мне, редактирует 2-ю книжку, которую я пытаюсь из себя выдавить. А у нее есть в биографии страница, что она была в правоохранительных органах? Оля работала в полиции 1,5 года, она была очень юной, и она была... Вот это потрясающее деталь. Человеком, да. Да, Оля работала ментом, это правда. Когда ее спрашивают, почему она туда пошла, она говорит, я смотрела сериалы, и я думала, что я буду вот та самая женщина-полицейский, которая будет наводить порядок и устанавливать справедливость, но это не совсем про российских ментов, поэтому через год или 1,5, по-моему, она оттуда ушла. Стала общаться с разными активистами, в том числе нашими общими знакомыми. Когда убили Немцова в феврале 2015 года, она стала больше принимать участие в протестных событиях, ходить на демонстрации, и через полгода мы познакомились. И 4-я участница? Алина Петрова, она профессиональный музыкант, скрипачка. Она с нами выступает всего год. В первую очередь, она потрясающий музыкант. И у нас не было пока что или в целом активистского совместного опыта, но тот сценический опыт, который у нас сейчас имеется, он производит на меня огромное уважение. У вас есть момент в спектакле, в котором вы показываете и повторяете имена политзаключенных. Свободу политзекам! Смотрим! 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 Теперь уже ты смотришь на это в этом списке и живые, и мертвые. Потому что там, например, Навальный, которого вы, как я понимаю, сознательно не убрали оттуда. И правильно сделали, мне кажется. Но почему это важно? У нас есть момент, где мы показываем фотографии и имена политзаключенных с криком «Смотри!». То есть это продолжается на фоне такого электронно-скрипичного соло. И для нас это важно делать каждый раз, каждый день, чтобы люди здесь узнавали о том, кто сейчас находится в заключении в России. Также мы призываем писать письма людям. Какое-то время у нас были открытки с теми же фотографиями и именами. Потому что, когда я находилась за решеткой, для меня это было максимально важно. Это был единственный способ, когда ты понимаешь, что какой-то другой мир, он вообще существует. Естественно, из той части, где мы показываем российских политзеков, мы убрали Навального. Но каждый раз после того, как заканчивается концерт, и мы рассказываем о том, что мы с помощью наших книг и футболок поддерживаем украинскую больницу детскую «Ахмадит», мы собрали
больше 100 тысяч евро за эти туры на эту больницу. Вот после всего этого мы показываем фотографию Алексея Навального и рассказываем его историю. Уже отдельно, вне спектакля. Для того, чтобы люди знали и помнили, что этот человек пожертвовал своей жизнью, для того, чтобы показать, что наша страна может быть другой. И она принадлежит не только кремлевским ублюдкам, но она в том числе и мы. Кто в зале? Русскоязычных людей у нас около 2%, честно тебе могу сказать. Поразительно. Мы показываем Riot Days с субтитрами, мы выступаем на русском. Это не только песни, это огромное количество такого манифестационного спича, перформативных каких-то действий. У нас бывают в гостях украинцы. Это очень радостно. Для меня это очень важно. Вот. Один раз у нас был такой случай в 22 году. Мы выступали в таком месте, которое называется Гамбургская Эльбфилармония. Это огромное, дорогущее деревянное здание, где в 2017 году была торжественная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, о чем они, как я понимаю, не жалеют. Я не имею в виду этих двоих, да? Я имею в виду филармонию. Ну вот, в общем, суть в том, что в 22 году один из концертов тура был вот в этом месте. Это гипердорогое место, и они сдували пылинки с каждой двери, а мы не понимали, почему вообще, что вообще происходит. Потому что к ней прикасалась рука Путина. И Да это ужас. Мы когда закурили на сцене, у женщины, которая стояла за пультом, у нее был микросердечный приступ. Хотя это странно, потому что видео с нашим концертом получают все площадки заранее. Если они принимают нас, то они принимают весь концерт целиком с водой и сигаретами. И суть в том, что мы позвали двух девушек из Украины выйти после нас. И они вышли с рассказом о том, что сейчас происходит на их земле. И одна из них пела гимн Украины. Она оперная певица, супер юная и профессиональная, с потрясающим голосом. Ее коллега играла на фортепиано. И мы плакали. И для меня это было очень важно, что есть какой-то небольшой момент в наших турах, выступлениях, вообще в целом в моей вот этой вот настоящей жизни, где мы можем быть на одной сцене. Это очень важно. Если автозак останавливается на светофоре, можно подойти к решетке и смотреть, как пешеходы переходят улицу. Вот выйду из тюрьмы, тоже буду пешеходом. Ни один человек не догадывается, что изнутри белый, глухой, раскаленный от духоты машины, на него смотрят внимательные глаза заключенного. Если вдруг вы увидите на дороге такую машину, присмотритесь. Может быть, на вас тоже смотрят эти глаза. Внимательно посмотрел, как я понимаю, ваш конфетно-цветочный период с Дмитрием Энтео, когда вы были в этот момент в Эдинбурге. Надо сказать, что когда я... Это же не был конфетно-цветочный период. Уже не был, да? Я когда узнал о том, что у вас роман, у меня глаза вылезли из орбит. Чему ты, как тебе кажется, смогла научить Дмитрия Энтео? Чему он тебя научил? Ну, я что, учительница школьная, что ли? Ну, я не знаю, ты же добилась, ты попыталась, ну, как бы вот такое, как красавица-чудовище. Чудовище чуть-чуть переконвертировать в нормального человека. Я не знаю, удалось тебе это или нет. Потому что я понятия не имею, где он и чем он занимается. Дима в какой-то из моментов, я думаю, до знакомства со мной понял, что нападать на гей-прайды и антифашистские шествия – это не круто. Что, в принципе, быть на стороне одной из ветвей власти, каково является РПЦ, которая сейчас поливает святой водой ракеты, которые летят в Украину, это не круто. Он против войны. Он находится не в России, потому что он же служил в армии. Вот, он категория А, войск ВДВ. И он уехал за несколько дней до получения повестки. Которая ему прислана была, да? Угу. Я рада, что он не убивает других людей, что у него не было, в принципе, такого желания. Оголтелое кричание о том, что
ведьм надо сажать в тюрьму в прошлом. Че, передо мной он извинился, перед людьми, ну, перед кем смог, наверное, извинился. У нас был момент, когда мы делали акцию с самолетиками. Мы, в общем, пуляли, запускали разноцветные самолетики в здании ФСБ. Когда была анонсирована блокировка Телеграма, нас задержали. Человек так, наверное, 12-13 задержали, поместили в один автозак и повезли в одно ОВД. Вот. Следующие 48 часов мы провели в одной клетке, разделенной на две части решеткой. Вот. И там были все мои друзья разных ориентаций, вот в том числе мой лучший друг гей Саша Софеев. И мы общались, разговаривали, спорили, получали передачки. И Дима был там в этой клетке. Но его же сдержали, какие были варианты. И он, соответственно, вдруг неожиданно обнаружил для себя, что Мы общались все. геи бывают с человеческим лицом, и не обязательно их закидывать. Это такое вот открытие у него в обстоятельствах произошло, да? И у него открытие раньше произошло. Да. Он приходил смотреть Riot Days, когда мы устроили такой немножко, ну, секретный, не секретный, но концерт в Art4 в галерее, которую сейчас закрыли. Мне кажется, я не знаю, любой человек понимает, что то, чем является сейчас РПЦ, это не больше, чем обычный орган пропаганды. Ну, то есть здесь не нужно быть суперумным, чтобы это понять. Ну, я думаю, что ты сейчас только что упрекнула в отсутствии ума огромное количество людей, которые находятся под воздействием пропаганды и ни в чем не упрекают РПЦ. Я имею в виду людей, которые... Кто поддерживает войну. Да. Это отдельная история. Это люди по тем или иным причинам, как бы, скорее всего, исходя из какого-то своего постсоветского ресентимента, поддерживают войну. Они как бы накушались вот этой пропагандистской сказки про великость, которую Путин стал продвигать, начиная с 2014 года. И, соответственно, поверили в нее. Потому что произошел, ну, то есть был очень маленький отрезок времени после того момента, как Советский Союз распался. А еще раз, как бы распад Советского Союза – это не революция. Не произошло никакого большого революционного действия, где был свергнут режим и установлен некой новой категории людей, некий новый режим. Плохой, хороший, неважно. Советский Союз просто развалился. У россиян и у России, молодой страны России, не было достаточно, на мой взгляд, времени, ресурсов, потому что была инфляция, голод и так далее. Практически сразу Первая Чеченская война. Одна из, кстати, ключевых точек ошибочных Ельцина. Так вот, не было времени для того, чтобы почувствовать и понять себя как стране. А если мы больше не Советский Союз, если мы больше не советские люди, если мы не вот все то мы, получается, все то же самое, но просто поменьше. А если мы все то же самое, просто поменьше, то это просто обидно, на самом деле. И это обида, которую испытывали, там, если посмотреть хроники протестов там, 91-го года, 94-го года, хроники протестов 90-х, таких людей, как, там, не знаю, условный Проханов, их были единицы. То есть эта газета «Завтра» это была просто какая-то маргинальная хрень. Но она была выращена. Это обида, этот... Дугин. Это Дугин в том числе. Но я думал, перечитывая какие-то твои воспоминания о зоне и о тюрьме, я обратил внимание на то, что ты как-то часто повторяешь такую мысль, что совсем отмороженных людей, вот таких прямо людоедов, там меньшинство. Я хотел бы, чтобы ты чуть-чуть поподробнее объяснила это свое наблюдение. Нет ли в нем какого-то такого ощущения стокгольмского синдрома, что как бы ты не хочешь, выйдя оттуда, говорить плохо о каких-то конкретных людях, с которыми ты столкнулась? Во многих регионах нет работы другой. И они идут туда, в эту систему.
А если ты пошел в систему, система за несколько лет может и чаще всего подчинит тебя как личность себе самой. Вот. И если ты спрашиваешь, видела ли я вживую большое количество или большинство среди надзирателей именно садистов, то есть под садистами мы воспринимаем человека, которого доставляет удовольствие причинять другому человеку физическую боль, систематически его унижать и наслаждаться как бы тем, когда вот другому человеку, более слабому, больно. Вот таких людей не большинство. Они есть, их мало, я их видела, но это не большинство. Задача системы сделать так, чтобы... И это касается не только надзирателей, заключенных или, там, я не знаю, работников системы «Мои документы» или метрополитена. Задача системы сделать так, чтобы ты, как человек, забыл о том, что твой единичный выбор, твоя воля имеют значение и могут изменить ход вещей. Что ты и твои действия могут являться основой перемены, что ты что-то значишь. Тюрьма здесь просто является эссенцией, местом, как будто в которое добавили контрастное вещество. Потому что это замкнутая система с четко разделенными категориями людей. Заключенные, администрация, приходящие извне правозащитники, как бы надзирающие прокуроры. Замкнутая система позволяет как бы посмотреть на тот же самый порядок вещей, который есть в государстве. Просто, так сказать, получше его рассмотреть. Посмотреть на него в концентрированном виде. Да. Мой опыт связан с тем, что я служил в армии и попал на гауптвахту. Так. Мне дали 7 суток одиночной камеры. Вот, у меня как бы это раз и навсегда отбило любую охоту это повторять, этот опыт. Вот, это была прямо, такая каменная, сырая... За что? За оскорбление вышестоящего. То есть у меня там произошел инцидент в части, и погиб, не могу сказать, что мой друг, но знакомый, приятель. Просто на национальной почве его застрелил из автомата узбек, который стоял в карауле. Вот, он открыл огонь, тот был пьяный, пер на него и так далее. В общем, и как бы на утреннем построении, значит, майор наш разразился и сказал такую фразу, что если у кого мозгов еще нет, сходите к боксу номер 5, там на снегу еще ивановские мозги, соскребите себе, может, умнее станете. Пиздец. Вот, тут я сказал, вы охуели, товарищ майор. Вот. За что получил, соответственно, тут же гауптвахту. Я как бы самое... Есть чем гордиться? Да, в нынешних обстоятельствах, да, знаешь... Мне кажется, товарищ майор и нахуй послать стоит 7 суток. Это хорошо. Конечно. Короче, мой опыт был связан с тем, что система непоборима. Я не смогу ее изменить. Она заточена на то, чтобы уничтожить личность. И поэтому я предпочитаю... я такой вывод себе сделал после этого. Я, во-первых, был счастлив, что я вырвался живой, но я думаю, что тебе точно то же самое. Ты была рада, что ты выбралась оттуда и не погибла. А во-вторых, у тебя осталось желание добиваться своего. У меня его не осталось. Это как бы такое неловкое признание, которое я сам себе сделал. То есть я точно туда не хочу попадать больше. Я выбрал другой путь. Я старался изменить музыкальный климат в стране, чтобы как бы я всегда верил в то, что если больше будет хорошей музыки, то люди станут лучше. Вот. Но потом в какой-то момент я понял, что музыка тоже мало что изменяет. Потому что ты говоришь про изменения, тебе как бы хочется всего и сразу. Так это не работает. Например, есть замечательный адвокат Мария Эйсмонт. Да. После разговоров, бесед, встреч с ней уволилось, по-моему, около 3 следователей. Они просто ушли из системы. Много ли это или мало, как бы, если мы сравниваем с всем вот этим вот набором Следственного комитета, наверное, как бы мало. Но это 3 спасенные жизни. У них появился другой выбор. Это классно. И ты тогда сказал правду. Тебе есть чем гордиться. То есть то, что тебе там сказали, это
жесть. И ты абсолютно заслуженно послал майора нахуй. Тут как бы есть чем гордиться. Это хорошо. Это один хороший поступок. Спасибо тебе большое. Из твоих уст это особенно ценно. Но скажи мне, а у тебя был опыт вот такого переубеждения каких-то людей, которые были винтиками в системе, чтобы поселить в их голове какое-то сомнение? В основном я сейчас задаю этот вопрос разным своим гостям по поводу войны, потому что, ну, как бы война просто внутри семей разорвала поколение, например. Это ужасно, да. Да. А был ли у тебя опыт переубеждения человека, который находится вот не рядом с тобой по тому, во что он верит? Но я как-то не занималась систематическим вот переубеждением. Были какие-то микродействия, где там разные люди, в том числе, конечно, люди, носящие погоны, говорили о том, что они неправы. Там был один случай, когда человек отказался писать рапорт, хотя его заставлял начальник написать на меня рапорт, чтобы меня закрыть еще на 15 суток. И Но что это это было в же связи во с время чем? войны. Нужно как бы было меня еще, видимо, по карусели покатать на эти 15 суток. Начальники хотели заставить одного из сотрудников спецприемника Сахарова, чтобы он написал на меня рапорт за то, что я во время первичного обыска отказалась снимать нижнее белье. Ну, а он не написал. Но я никаких не проводила с ним бесед. Он меня водил каждый день на прогулку, и у нас не было каких-то там, я не знаю, бесед, и я вообще с ним никак не коммуницировала. Он просто знал, кто я, и кто мы все, и за что мы здесь, и какая у нас позиция. Не обязательно делать какую-то манифестационную прокладку для того, чтобы человек что-то увидел. Иногда человек просто что-то в какой-то момент видит. Мы никак не можем повлиять, что это будет за момент, что это будет за человек, какое решение он примет. Мне кажется, что брать на себя слишком много, это немножко опрометчиво, потому что мы не можем предсказать, кто и как изменится, и что там я кого-то изменил. Это, не скромно, как минимум, хотя, конечно, не самый скромный человек, но все-таки, то есть это как-то, мне кажется, просто неверно по сути, Можно показывать альтернативу, можно и нужно поддерживать какой-то диалог, если человек готов тебя слушать. Если человек говорит однозначно, что я не готов тебя слушать, в целом, у меня вот такая позиция, я сейчас все это дело поддерживаю, ты идешь к черту, ты враг государства, западные шпионы, там это все. Значит, сейчас с этим человеком не время. Опять же, вся эта история о том, что есть огромное количество людей, которые просят помощи, которым нужна помощь. И, на мой взгляд, это номер один. То есть кто просит помощи, кому нужна помощь, им помогать. Можешь в связи с этим описать, как функционирует сейчас медиазона, сколько людей вы защищаете, сколько примерно средств вам требуется и как-то изменились донаты с начала войны? Слушай, медиазона — это СМИ, все-таки это журналисты, и главный редактор Сергей Смирнов, я одна из основательниц медиазона. В 2014 году мы там собрали большое количество денег и запустили все это, но я не принимаю там никаких решений, я поддерживаю их. Медиазона собрала, кстати, уникальную статистику из имен тех, кто был с российской стороны отправлен в Украину убивать на войну, названных поименно. Это точно те, кто был там и убивал. Это большая работа, это достаточно уникальная статистика. Скажи, пожалуйста, в какой-то момент было четкое ощущение, что ваши пути с Надей Толоконниковой разошлись из-за какого-то очевидно разного представления о том, чем Pussy Riot должны заниматься. В чем были расхождения и, как я понимаю, в какой-то момент вы сейчас снова сошлись и общались? Мы общаемся, да. в принципе, все это время. В чем разница в представлении того, что должно быть Pussy Riot, чем оно должно заниматься у вас с Надей? Но это не политическая партия и не закрытый membership club. Pussy Riot, каждый может быть Pussy Riot. Каждый может сделать балаклаву, сделать политическую акцию и стать Pussy Riot. Это раз. И у нас не было каких-то споров о том, что и как концептуально должно выглядеть. Но мы достаточно разные. Я
очень благодарна Наде за то, что она была одним из первых людей, кто поддержал меня и Люсю, кстати, когда мы оказались на домашнем аресте. То есть сразу после того, как мне надели на ногу электронный браслет, она была на связи, поддерживала. Когда началась карусель из арестных суток, она тоже была одним из очень активных людей, кто поддерживал. Она инициировала вместе с Сашей Чапорухиным письмо поддержки разных известных западных людей в нашу с Люсей поддержку вот уже в 2021 году. И сейчас мы виделись в последний раз в прошлом году в Монреале, потому что я вместе с исландцами собрала все акции, которые наша группа сделала за 10 лет, вот, в одном месте, и стала показывать. Мы еще сделали каталог, и вот все деньги с этих каталогов, со всеми нашими акциями, все 100% идут на ту же детскую больницу Ахмадит. Вот, и Надя пришла на выставку. Не знаю, как-то сложно говорить какие-то эмоциональные слова, вот. Но, в принципе, я рада была, что она пришла. Она сделала как бы ряд работ на тему американской повестки. Первую из них мы сделали вместе, «I Can't Breathe», когда убили Эрика Гарнера. Дальше она там осталась. И, насколько ты помнишь, в конце 2016 года выбрали Дональда Трампа в качестве президента. И в Америке началась почти невидимая гражданская война. И Надя сделала очень много, на мой взгляд... видео. Не только одно видео, она делала много видео. Она делала Police State, Make America Great Again. И она как бы была очень-очень сильно в этом. Но она всегда приезжала, кстати. Приезжала в Москву, да. Для нее всегда было очень важно, что у нее есть возможность приехать домой. Мне кажется, сейчас она так же, как и мы все, испытывает эту тоску по дому. Твоему сыну 18 лет. Нет еще. Он 2007 года рождения, ему сейчас будет 17. Какие у тебя мысли в связи с этим? Я его и его папу вывезла из России после визитов сотрудника ФСБ в квартиру его папы, которая вообще нигде, ни на каких локаторах как бы не была отмечена. Это был как бы даже для меня сюрприз. Это было лето 22 года, типа июль или август. Я подумала, что, наверное, на всякий случай надо пока что вот год он пусть поучится где-нибудь. Там посмотрим, что видно будет. И я их вывезла. Филя тоже скучает, конечно, по дому. И, моя мама, она как бы сейчас там осталась. Вот прислала мне фотку, что пришло уведомление о том, что ему надо встать на воинский учет. Грустная бумажка. Естественно, он как бы не поедет сейчас туда. Я не отдам своего сына как бы на мясо Владимиру Путину, это очевидно всем. То есть пока на ближайшее будущее как бы его жизнь будет за рубежом, не в России? Пока так, да. Он мальчик. Его заберут в армию, его убьют. Я этого не хочу. И он, я не хочу отправлять ребенка вообще убивать. Он в тот момент, когда война началась, у вас был какой-то разговор? Ты ему постарался объяснить, что происходит? Выяснить у него, как он это воспринимает? Я вот уже, там просто вот эти сеты из 15-суточных заключений, они происходили очень интенсивно. Да, то есть ты как бы выходил, проходило либо там несколько минут, либо 2 дня, и тебя как бы снова ловили, меня. И когда я вышла вот уже после 6-го, да, я объяснила, но я тогда прям вот очень не могла никак принять решение, еду я или остаюсь досидеть 21 день. Он понимает. Мы же жили вместе, он видел как бы примерно все, что со мной происходит. Он видел все плакаты с одиночных пикетов, которые я приношу домой. Он видел электронный браслет, он знает, где находятся мневники. Я не знаю, но это, наверное, плохое детство. Он ездил в колонию ко мне, когда был совсем малыш. Он много всего видел, слишком много для ребенка. И он, конечно, отлично, на мой взгляд, ко мне относится для такого детства. Я не думаю, что он понимает, что такое война. Но он тут подрабатывал
в одном детском лагере помощником вожатого. И другие ребята, которые также подрабатывали, они были из Украины. Может быть, как-то со сверстниками он мог бы почувствовать что-то лучше. Но они очень подружились, он собирается в этом году туда опять ехать. Как ты думаешь, вот этот вот чудовищный термин, который придуман в связи с войной, денацификация, который пропаганда создала для того, чтобы как бы укрепить стереотип о том, что якобы там нацисты? Это максимально цинично то, что было сделано. Ведь огромное количество людей вообще в России так или иначе через своих родных помнят Вторую мировую, помнят Великую Отечественную войну. Это что-то, ну, как бы святое. И цинично сыграв, как бы, по сути, на памяти дедушек и бабушек, которые живут в нищете, так, как живут российские старики, не живет никто. Это позор. Это самое лицемерное и отвратительное, что можно было, в принципе, сделать. И я каждый раз, там, проходя мимо бабушек, кто торгует цветами, и смотрела много репортажей о том, как они живут без воды, без нормальной канализации, без электричества, без денег. Ты не можешь просто без слез на это смотреть. То есть дети, старики — это те, кто должен быть защищен в первую очередь. И именно они как бы страдали больше всего от этого режима. И была выбрана память, святая для них, вывернута наизнанку и использована для просто продвижения имперских амбиций. То есть денацификация. Это России нужна денацификация. Как бы по сути. Как можно было так сделать, я не понимаю. Как ты думаешь, насколько долго нужно будет вот эту вот всю пропагандистскую хрень, которую надули в головы, каким-то образом очищать, вычищать? Для того, чтобы начался тот процесс, о котором ты говоришь, нет другого способа, кроме проигрыша войны. Россия в том виде, в котором она сейчас существует с оккупированными территориями, должны проиграть войну. Украина должна получить свою землю обратно. И когда я говорю о проигрывании войны, должно быть международно согласованное принятие решения о том, что Россия проиграла войну. То есть это должен быть как бы консенсус и статус-кво. Люди должны согласиться, как бы, в том числе, как бы, руководство России с тем, что война проиграна. И это очень сложная задача. Но в Германии начался процесс денацификации ровно после этого. И я видела хроники, когда Красная Армия входила в Берлин, сколько там было людей, кто покончил с собой, кто был в виселицах, кто наелся таблеток, потому что не видел для себя жизни дальше, потому что это было всей их жизнью. Мне кажется, есть какая-то разница, потому что для россиян это вот то, что происходит сейчас, это не вся их жизнь. Но, опять же, тут нужно понимать, что сейчас сравнивать вот наше время, 2022-2024, с 41-м годом, это немножечко все-таки неправильно и немножко притянуто за уши. Потому что мы живем в глобальном мире. Опять же, когда шла Вторая мировая война, было объявлено, что идет Вторая мировая война. И были альянсы стран, которые воевали. А сейчас никто, например, в той же Европе эту войну как бы войной не называет. Это какой-то восточноевропейский конфликт. Это Россия напала на Украину. Это там максимум война между Россией и Украиной. Это еще на максималочках, что мы можем получить. Но ни одна из стран Европы не сказала, это война, которая идет сейчас в Европе, и мы в альянсе с Украиной в том числе, мы будем помогать армии, наши войска будут там, потому что это кто-то должен сделать первый, а каждому первому сделать страшно. И все думают, что как бы дальше ничего не будет. То есть они как бы удовлетворятся еще одним Крымом, то есть в виде оккупированных новых украинских городов, и успокоятся. А это не так.
Это абсолютно не та амбиция, которую транслирует, собственно, само российское руководство. Претензии на Приднестровье, претензии на Северный Казахстан. Назови мне причину, по какой российская армия не может напасть на одну из балтийских стран. Я этих причин не вижу. В западном мире, в котором сейчас и ты, и я вынуждены, или так получилось, что существуем, есть очень много несправедливости, связанной с идущей войной сейчас. Я думаю, что исторически будет рассматриваться как один из безнравственных каких-то абсурдов, что западные страны не допоставляют вооружение Украине, но при этом продолжают покупать у России газ. То есть И вливать... нефть. Да, и нефть, да. И алмазы. И много всего, да, так. Вопрос. С твоим опытом и ненавистью к системам вообще, ты будешь устраивать здесь какие-то акции или протесты против этого? Вообще не люблю говорить про будущее, но отношение у меня к этому самое жесткое. Ну, то есть мы когда выпускали вот наше первое антивоенное видео, у нас там в конце есть требования, я не знаю, насколько их и кто прочитал, но первым из них было эмбарго на российский нефть и газ. Потому что это как бы топливо для терроризма. И терроризм – это то, чем занимается Владимир Путин в Украине. И поддерживать это финансово, если мы посмотрим на цифры, в 2023 году Россия получила больше денег, чем в 2021 году от ресурсов, которые украдены этими нелюдьми. И это, конечно, чудовищно. Абсолютная какая-то несправедливость. Плюс гигантское количество компаний, и не все из них найдены, которые продолжают поставлять детали, которые используются российскими военными на войне. Детали оружия. Та же Голландия, где мы находимся, была одним из главных поставщиков полицейской амуниции и электрошокеров, которые мы все на себе физически испытали. Не, ну что тут обещать? Надо делать как бы, вот, надо делать. Выйдем на платформе, и вся платформа будет нас встречать. А мы бежать через толпу журналистов с белыми розами. Белые розы. Какого черта весь этот цирк? Амнистия, Черная Волга. Пустая площадь вокзала, куда меня отвезут. И то, что было, и то, что будет дальше. Другая странная жизнь с первыми полосами газет. Моим лицом на первой полосе. ВИП-амнистия. Эта амнистия была нужна кому угодно, кроме меня. Но пасаран. «Ну что, Маша, вы свободны», — сказала начальница отряда. А вы? Свободы не существует, если не бороться за нее каждый день.